Привет! Сегодня свяжем сервировочную салфетку прямоугольной формы. В основе вязания очень простая техника, справится любой усидчивый новичок. Такая салфетка поможет украсить ваш обеденный стол и поднять настроение. Давайте приступим. Для вязания нам потребуется полиэфирный шнур. Я взяла полиэфирный шнур 3 мм. Вы можете взять любой на ваше усмотрение и берите крючок на 1 мм больше. Соответственно, если я взяла 3 мм, то крючок у меня 4 мм. Начинается все с воздушной петли. И далее нам необходимо понимать размеры сервировочной салфетки. Мне хотелось, чтобы это было примерно 30 на 40. И, соответственно, я набираю количество петель. Я их не считала, чтобы не сбивать вас с толку, потому что материалы у всех будут разные. Вот, возможно, вам захочется связать из 4-миллиметрового или 5-миллиметрового. Я просто набираю цепочку из воздушных петель и прикладываю периодически к линейке, чтобы понимать, сколько сантиметров у меня уже получилось. Важно, когда вы вяжете из полиэфирного шнура, не растягивать саму цепочку, а вот как она есть, так и приложить к линеечке. Я прикладываю свою цепочку к линейке и вижу, что моя косичка одна это примерно 1 сантиметр, ну, может, там 9 миллиметров, 8 миллиметров, не будем так строго. Соответственно, я понимаю, что мне необходимо провязать где-то 28-29 воздушных петелек. Вы смотрите на на вашу плотность косички и на вашу плотность шнура. Возможно, вы захотите связать из хлопкового шнура. Еще один такой важный момент, что когда мы будем вязать первый ряд и второй ряд, наше изделие само по себе станет еще шире, поэтому цепочку из воздушных петель необходимо вязать на 1-2 сантиметра короче, нежели желаемой ширины нашего изделия. Например, я хочу, чтобы мое изделие было шириной где-то 30, максимум 31, поэтому мне необходимо провязать 28-29 сантиметров, чтобы получилась моя цепочка из воздушных петель. Итак, я довязала свою цепочку из воздушных петель. Не растягивая, я прикладываю к линеечке, и у меня получается примерно 28 сантиметров, возможно, даже 28,5. И начинаем с вами первый ряд. Я сделала воздушную петлю подъема, тем самым мы перешли на первый ряд. Вязать мы будем за дальнюю стенку косички. Первая и последняя петля у нас просто провязывается столбиком без накида. Далее идет сама техника узора. Также вяжем за дальнюю стеночку косички, и весь узор состоит из того, что мы в шахматном порядке чередуя делаем соединительный столбик и полустолбик с накидом. Сейчас я провязала соединительный столбик. И получается, в третью косичку я делаю полустолбик с накидом.
Опять у нас будет соединительный столбик и полустолбик с накидом. И вяжем таким образом до конца ряда. Последнюю петельку мы провязываем столбик без накида. Я довязываю до конца ряда, делаю полустолбик с накидом. И важно запомнить, какая у вас была предпоследняя петелька, полустолбик с накидом или соединительный столбик. Делаем столбик без накида в последнюю петельку. Сейчас расскажу, почему важно запомнить. Можно посмотреть, вернуться. Просто запомните, какая у вас была техника перед предпоследней петельки. Делаем петлю подъема и переходим на второй ряд. Каждый ряд мы вяжем за дальнюю стеночку косички. Нагляднее показываю иголочкой. Первая петелька у нас столбик без накида. Первая и последняя петелька в любом ряду у нас столбик без накида. И помните, я говорила о том, чтобы запомнить, можно посмотреть, можно запомнить, какая была предпоследняя. Соответственно, у нас был полустолбик с накидом, значит, здесь у нас будет соединительный столбик. Соответственно, мы вяжем в противоположном, чередуем. Над полустолбиком с накидом мы делаем соединительный столбик, над соединительным столбиком мы делаем полустолбик с накидом. И так вяжем до конца ряда, в конце ряда встречаемся. Итак, я довязываю до конца, делаю полустолбик с накидом, и у нас остается последняя петелька. Теперь, начиная со второго ряда, мы вяжем под обе косички во избежание деформации изделия. Просто столбик без накида. Первый и последний мы вяжем просто столбик без накида, остальное мы все чередуем. У нас уже получается небольшой узор, он уже виден, но пока не особо корректно, поэтому немножко может быть там смущать вас, но чем больше мы провяжем, тем лучше лягут петельки друг на друга. Поэтому замеряем сейчас наше полотно. Как я уже и говорила, оно должно расшириться. Оно, в принципе, расширяется и получается уже 31 сантиметр. Вы помните, что я набирала, чтобы получилось 28 сантиметров. Соответственно, на 3 сантиметра изделие увеличилось.
Мы начали с вами ряд со столбика без накида. И далее провязываем по схеме соединительный столбик и полустолбик с накидом. По такому принципу мы вяжем до конца ряда. Наш рисунок уже вырисовывается, и он очень красивый, такой плотный и воздушный. Таким же узором можно связать и коврик, просто наберите большее количество петель. Например, если вы хотите коврик, там, например, 60 на 180. Соответственно, помните о том, что воздушные петельки набираются меньше желаемой ширины. Вот, а за счет первого-второго ряда полотно само по себе оно становится шире. Итак, немного усидчивости, и я получила желаемую салфетку. Первоначально я хотела именно, чтобы она была 30 на 40. Соответственно, вы помните, что в начале в самом у нас получилась ширина 31 сантиметр, несмотря на то, что я набрала воздушных петель на 28 сантиметров. И периодически, пока я вязала ряды, я замеряла, сколько, чтобы у меня была желаемая длина. На все про все у меня ушло где-то около, ну, может быть, 160 метров, 180. У меня было 200 метров полиэфирного шнура 3 миллиметра, и почти весь он ушел, там осталось буквально немножко. Вот так вот легко и просто у нас получилась сервировочная салфетка, которая украсит стол, дополнит его. Я уже примеряю сервировку, как это все будет смотреться. Изделие готово, я им довольна. Выбирайте тот цвет, который нравится вам, который подходит к вашему интерьеру. Пробуйте разную плотность полиэфирного шнура. Может быть, вы свяжете из хлопкового шнура. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если видео вам было полезно и понравилось. А мы с вами скоро увидимся. Пока-пока!